60 человек, как минимум, вас спрашивают о следующем. Валерий Викторович, вы часто говорите, что работаете только с открытыми источниками информации. В своем анализе вы ссылаетесь как на российскую прессу, так и на иностранные издания. Также очевидно, что вы просматриваете и политшоу, читаете аналитику политологов, газеты, телевидение, радио, то есть большой объем информации перелопачиваете. Посоветуйте, пожалуйста, для начинающих изучать КОП список хотя бы базовых информационных ресурсов, которые стоит просматривать каждый день, чтобы быть в курсе событий. Со временем появится опыт развлечения ценности того или иного инфоресурса, но сейчас ваш совет был бы очень полезен, чтобы сэкономить время, которого, как известно, всегда в обрез. В романе «Пятый угол» или «Метра» сказано: «Фактов у меня много, фактов у меня достаточно, но я нищ методологически». Человеку, который не обладает методологией работы с информацией, никакие ресурсы не помогут. Он станет заложником того идеологического контекста, на основе которого формируется этот информационный ресурс. Информация везде. Нет никакой разницы между информационными источниками. Так или иначе, информация сообщается во всех этих источниках. Есть идеологическая окраска этого источника. Но идеологическая окраска по закону работы 5 видов социальной власти, она всегда ущербна, потому что человек концептуально не самостоятельный. И все вот эти источники, просто птицы одного оперения собираются в стаи. Если человек не знает, как работать с информацией, то он не сможет получить информацию. Он всегда будет пользоваться той информацией, той подборкой, которые будут ему формировать эти самые источники и пропускать мимо глаз то, что действительно ему нужно. Поэтому вопрос не в источниках, а вопрос в умении работать с информацией, вопрос в методологии работы с информацией. А здесь, извините, только толстые книги внутреннего предиктора СССР и самообразование, самообучение. Учиться, учиться, еще раз учиться. Работе с информацией, методологии познания мира. Вот если вы будете обладать методологией, вы сами определите тот спектр источников, который вам по текущей жизни необходим, и вас не будет абсолютно волновать никакая идеологическая направленность этих источников. Вы будете видеть суть, содержательную суть сообщаемой информации. Вы будете видеть процесс управления, который этот источник осуществляет, куда он ведет на основе фактов. И вы сможете создать свою информационную среду. А вот если вы взамен работы над собой, взамен освоения теории, сейчас подсядете на какие-то источники, которые вам покажутся более патриотичными, где работают настоящие аналитики и там все прочее, то ничего не будет. Единственное, что я могу порекомендовать при работе с источниками. Если вы хотите разобраться с той или иной проблемой, но ваших теоретических знаний, практических знаний не хватает, если вы не специалист в этой отрасли, идите на сайт, на форум специалистов по этой отрасли. И они вам эту проблему разберут по косточкам. Чем отличается доту? Доту – это язык междисциплинарного общения. Если вы знаете достаточно общую теорию управления,
то вы на основе технического разбора какой-то проблемы выявите управленческую суть. То, что специалистам на данном форуме оказалось недоступно. И вы сможете это реализовать в своей жизни. Но если вы будете методологически состоятельными, если вы будете концептуально властными, если вы освоите работу с источниками, с информацией, а если у вас теоретических знаний не будет, то, извините, никакая информация не будет вам полезна. Нигде, ни на одном форуме, ни на одном информационном ресурсе. Так и будете. Туда мотанулись, сюда мотанулись, потому что здесь вроде бы вот более полно описали, здесь это вроде более полно описали. А где она правда? Вот вы ее сами должны определить. Я постоянно говорю одно. Это последний вопрос. Да. Вот, я постоянно говорю. Каждый в меру понимания текущих процессов работает на себя и на свои интересы, а в меру непонимания на того, кто знает и понимает больше. И многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабые, но потому что сии вещи не входят в круг наших понятий. Нужно расширять круг понятий, то есть быть методологически грамотным. И тогда, расширяя, разбираясь в процессах, вы будете защищать интересы свои и своей семьи, создавая общественную массовую статистику поведения, которая будет благотворна и благоприятна к реализации процессов управления, которые благоприятны вашей семье, вашему будущему, и неблагоприятна к развитию ситуации которая нанесет вам вред. Ну вот практический пример. Различное информационное состояние общества, поддержка разных процессов на Украине и в России привела к успеху Майдана на Украине и провалу Болотной площади. Потому что люди и там поддерживали определенные процессы. Вот там они Майдан восприняли как за благо, и неважно, что там вот все, будем прыгать. А в России болото восприняли как зло и не пошли на площадь, а перенесли дискуссию в сферу информации, на форуме и стали постоянно разбивать все идеологические постулаты, на основе которых строилась идеологическая платформа вот этого болотного процесса майданного. Когда все эти идеологические постулаты были разбиты, болотная схлопнулась сама собой. Не на площадь надо идти, а к людям. Интернет дает огромные возможности в этом. И людям объяснять, как защищать и свои интересы, и своей семьи, как обеспечить мирное небо над головой. Потому что и Майдан, и Болотная призваны только к одному. Чтобы был совершен государственный переворот и началась гражданская война в стране. И этот прорыв кораблей, так называемых, а вообще это так, корыт Великого флота Украины. Это вот как раз был тест, можно ли начинать, есть ли государственная воля, и как общество среагирует. А общество среагировало правильно. В государстве живем, не в банде. А соответственно этому, да, есть проблемы в правоохранительной области, но так посмотрите, государство наводит там порядок. Это нужно поддерживать обществу. Ни в коем случае не политизировать процессы. Должна быть нормальная работа. Политизация процесса, она идет вон, на Майдан и на Болотную. А нам это надо? Вам это надо?
Поэтому, повторяю, чтобы защитить интересы своей семьи, вы должны быть концептуально властными, обладать знаниями, вычленения, полезной, управленческой, полезной лично вам информации для того, чтобы защитить интересы свои и своей семьи. Читайте толстые книги внутреннего предиктора СССР, опубликованные до июня 2018 года. А вот когда освоите методологию концепции общественной безопасности, вам станут понятны работы, опубликованные после, под брендом типа ВПСР. Защищайте интересы свои и своей семьи. Мирного неба над головой. Счастья вам. До следующих встреч.